Такую вот каку мы здесь имеем. Балансные провода, которые отпаялись. Либо специально вытащил, я не знаю. Очень странно. В общем, сейчас немного поколдую. А батареечка-то наша заработала. Это отличный знак. Может быть, кто-то специально это сделал, неизвестно. Практически в идеальном. Ждет своего нового владельца. Продолжаю разбираться с батарейкой от этой красной Теслы. Снял эту крышку. Тут было, как я уже в предыдущий раз показывал, очень много было конденсата. Не знаю почему, либо затекло, но прямо именно конденсат был. И вот 9-й модуль, как раз он сверху. И я вот вижу здесь вот, я не знаю, видно на камере или нет, один из конденсаторов окисленный. И вообще вся эта плата BMB, она здесь находилась там, где было достаточно влажно. И я так подозреваю, что проблема будет именно здесь. Так что мы эту плату будем либо восстанавливать, либо, может, заменим. Но, тем не менее, как я уже говорил раньше, будем снимать все, сушить и проверять все BMB-шки. Вот так вот водичка поступает с батареями высокого напряжения. Поэтому лучше батареи не топить и быть с этим аккуратным. Такую вот каку мы здесь имеем. Но, может быть, это, конечно, еще и не все. В принципе, здесь не все так печально, как мы ожидали. Вот есть окислы на одной, и в остальном, в принципе, не так уж и грустно. Это больше всего смущало, но оно не страшно. Не, надо будет подчистить что-то. Балансные провода проверить все. Но они вроде здесь держатся, надо будет еще раз проверить. Вот он наш модуль. Мы сняли BMB-шку, сняли кавера с обоих сторон. Такие места подозрительные продули контакт клинером. Просушили воздухом, насколько это возможно. Еще немного постоит модуль, сам по себе подсохнет. Будем надеяться, что с ним все окажется в порядке. Там как бы есть парочку элементов, которые немного поддались коррозии, но вроде бы не тотально и выглядит не очень печально, так сказать. То же самое мы еще сделаем с 8-м модулем и вот с этими крайними, которые перед пентхаусом. Нужно будет все хорошенечко проверить. Этот модуль и все остальные мы тут продуем, почистим, поставим куда-нибудь в безопасное место, чтобы они сами по себе немного подвысохли. Дадим им немножко времени прийти в себя. Ну и сейчас Артем взял BMB-шку, плату управления этим модулем. Там окислено пару конденсаторов, может быть, получится ее восстановить. Если нет, то закажем новую. Вот такое я вот соорудил адаптер небольшой для того, чтобы сливать антифриз. Сюда подаем давление небольшое и отсюда в канистрочку сливаем весь антифриз. Медленно, не спеша, вылилось приблизительно около 5-6 литров. Вот такая вот приспособа. Этот коннектор, который стоит на кузове машины, обратная часть от коннектора батареи, кто-то нам в подарок оставил его в машине. Исключительно новый, поэтому мы нашли ему применение вот такое вот. Короче, он был кстати. Здесь мы нашли тоже водичку. Водичка, вот клапана, прям в клапанах есть вода. Наверное, кто-то заехал в глубокую лужу на этой машине, поэтому мы имеем такой результат. Тут водички немало, аж капает. Возможно, придется больше модулей снимать, чем я ожидал. Но что делать? Здесь у нас до сих пор еще водичка, так что разбираем дальше. Наконец-то мы нашли сухой модуль, но если честно, это уже второй. То есть получается, пентхаус в этом и в этой линии была вода, а вот в этой линии уже воды нет. И все сухо. Это хорошо. Наверное, мы не будем снимать следующие модули, хотя, конечно, было бы неплохо проверить балансные провода, так как у нас уже целых 3 балансных провода отвалилось на 3 ячейках. Мы подумаем, как лучше сделать, но я думаю, скорее всего, мы оставим эти модули, а остальные отправляются на сушку и на инспектирование BMB плат. Мы продули их воздухом, там, где надо, продули контакт клинером, сняты крышки, и они вот здесь вот будут сушиться, а BMB-шки будут проинспектированы. А возможно, какие-то мы заменим полностью, которые будут подозрительные. Так что ремонт продолжается.
В итоге мы сняли 8 модулей. Здесь уже стало сухо, остальные мы решили пока не снимать. Здесь тоже сухо. Кстати, здесь уже меняли контакторы, стоят черные, второй генерации как минимум. Но батарея вся не снималась, снималась скорее всего только вот эта задняя крышка. Все остальные модули у нас сушатся, а это мы, наверное, оставим пока в таком виде и займемся пока другими ремонтами, а батареечка наша пусть высохнет. Как я уже говорил выше, на некоторых модулях мы обнаружили балансные провода, которые отпаялись. То есть это обязательно нужно восстановить, иначе будем иметь проблемки. Я буду восстанавливать балансные провода прежним способом, я уже когда-то его делал. То есть я на заклепочку сделаю здесь клемму и подпаиваюсь к самому балансному проводу и проклеиваю это все термоскотчем. Поэтому я буду восстанавливать точно так же, как и раньше. Мы нашли 3 балансных провода, которые отвалились, и все 3 я их сейчас восстановлю. Еще хочу сказать, что мы занимаемся поиском BMB-шек, потому что некоторые детали на платах BMB-шек окислились, конденсаторы. Мы не знаем точных их параметров. Я бы, конечно, купил бы новые BMB-шки, но почему-то в наличии как раз тех BMB-шек с такими же партномерами мы найти не можем. Странно, но пока их нет. Поэтому модули уже какое-то время просушились. Вон там лежат на полочке первые 8, которые мы сняли. Я померил на них сопротивление изоляции. Оно выглядит достойно, все хорошо. В остатках там батареи тоже. Там сопротивление изоляции все в порядке. Поэтому теперь я восстановлю балансные провода и будем ждать результата по BMB-шкам. Как только у нас появится BMB-шки, мы подкинем батарею на машину, не собирая ее, и посмотрим на результаты. Если все будет окей, то тогда соберем ее и поставим финально. В общем, процесс идет. Вот так вот получилось восстановить балансный провод на этом модуле. По поводу эстетики могут быть вопросы, но в плане надежности здесь можно точно не переживать. Я проклеил все это термоскотчем, оно никуда не денется, провод изолированный, заклепка держится надежно. И буду проделывать точно так же на всех остальных модулях, где отвалились балансные провода. Я проверил все балансные провода, проверил все напряжения. Этот модуль отбалансирован отлично, и несмотря на то, что отвалился балансный провод, модуль не успел разбалансироваться. Везде 3,77 на всех ячейках. Поэтому продолжаем дальше. Пока наши элементы немного подсыхают и мы разбираемся с BMB-шками, я начал проводить расследование, почему же все-таки в батареечку попала вода. И обнаружил очень интересную вещь. Здесь в одной из частей батареи есть такой вот блок клапанов, он в принципе в каждом модуле находится. Здесь вот тоже есть эти клапана, они везде находятся. Кстати, здесь видно, что здесь была вода. Но самое интересное не это. Вот здесь есть такое интересное отверстие. Если посветить фонарем снизу, то мы видим, что оно просто сквозное через сеточку вниз наружу от батарейки. Здесь стоят клапана, которые должны пропускать только в одну сторону воздух, а обратно не запускать ни воду, ни воздух. Рядом вот такое вот отверстие. Зачем оно здесь нужно? Какую оно функцию выполняет? Но оно реально сквозное. То есть, заехав в лужу, ты реально зачерпнешь воды просто через это отверстие. И клапана как бы тут вообще не будет никакого участия принимать. Очень странно, что здесь произошло. Не видно, чтобы кто-то что-то поломал. Не видно, чтобы кто-то лазил здесь. Но тем не менее, вот это отверстие стало причиной того, что внутрь батареи попала вода. И мы имеем с ней проблему. Мы надеемся, что у нас все с ней получится. Так должно быть. Мы ее высушим, поменяем BMB-шки, которые нужно. И я уверен, что все у нас заработает. Но при другом раскладе батарея под замену. А батарея под замену в некоторых странах стоит очень-очень недешево. Поэтому, конечно, очень странно, что это здесь вообще за отверстие такое. Ну, в общем, такое было расследование. Но я хотя бы понял, откуда здесь появилась вода. Сегодня мы на концерте Макса Барского.
У нас ситуация на текущий момент с ремонтом батареи для вот этой вот красной Теслы. Я собираю все модули обратно. Мы проверили все подозрительные BMB-шки, пропаяли конденсаторы там, где они были чуть окисленные. На двух BMB-шках конденсаторы вышли из строя. К сожалению, заказать BMB-шку в номер и ревизия в ревизию у нас не получается. Не знаю почему, но в наличии тупо просто нет этих BMB-шек. Мы заказали пару других BMB-шек. Я попробую подкинуть вместо одной первую ревизию, вместо третьей. Может быть, придется сделать редеплой. Но я, конечно, хотел бы оставить оригинальные. Возможно, мы просто перепаяем конденсаторы, зальем все это лаком и оставим родные BMB-шки. Так как кроме этих конденсаторов в самих BMB-шках вроде бы проблем нет. Поэтому я сейчас собираю батарейку. Я ее подкину через удлинитель для батареи, который я недавно соорудил, чтобы батарейку можно было подключать, не подкатывая под машину, не ставя на оригинальный коннектор, так как это немного время затратно. И в будущем хотелось бы делать это более удобно. Просто подкинул через удлинитель, включил машину, подключил диагностику и смотришь на то, что говорит диагностика. И еще интересный момент по вот этому отверстию, который здесь был. Вот. И вот в этом блоке клапанов есть отверстие, которое вообще, как я уже потом посмотрел на фотографиях, так как я лично не сталкивался и никогда не лазил туда. Там есть такая резиновая пробка. Не знаю зачем, может быть спустить воду, если она там оказалась. Но здесь такое ощущение, что просто кто-то ее вытащил и не поставил на место. Либо специально вытащил, я не знаю. Вот сейчас должно на камере быть видно, что здесь эта пробка просто отсутствует. Я не знаю, кто и зачем это сделал, но мы вернем эту пробку на место, потому что без нее в батарее просто тупо дырка по факту. Поэтому этот вопрос мы решим. Я сейчас подкину еще, я уже эти модули поставил, сейчас сюда подкину в пентхаус еще 8 и 9 модуль и попробую подключить, посмотреть, что будет. У нас две BMB-шки без двух конденсаторов, они там на земле, эти конденсаторы висят. Как бы вроде бы они не критические, мне просто хочется понимать прогресс, мне хочется понимать, что будет происходить и как это будет видеть система. Поэтому я сегодня просто подкину, посмотрю, а в будущем уже приехали две другие BMB-шки, правда, с отличными партномерами. Мы оттуда возьмем эти конденсаторы, перепаяем, и я думаю, все должно заработать. Я пока все провода не цепляю на место, могу где-то провести что-то не совсем так, но это лишь потому, что я понимаю, что мне придется обязательно эти модули снимать, так как BMB-шку здесь мне придется еще менять, либо восстанавливать до конца. Поэтому я сейчас собираю временно и где-то что-то могу не закреплять, не ругайте меня за это. Все модули у нас на месте,
Предохранитель я пока не ставил, сейчас поставлю. И буду подключать батарею с помощью такого вот удлинителя. Папа, мама, мама, папа. Это дата провода. И вот это силовые провода, с помощью которых я буду подключать батарейку прямо отсюда, чтобы не подкидывать ее на машину. Сейчас буду пробовать. Подключаем наши удлинители. Они еще пока в таком вот виде, потому что они в экспериментальном процессе. Потом, если все будет окей, то я их сделаю финально красивыми. Пока подключаем. Предохранитель силовой батареи у нас уже там на месте. И подключаем силовые провода. И есть. Значит так, батарея у нас через удлинители подключена. Сейчас попробую дать ей 12 вольт, подключив чеку, и посмотрим, как машина будет реагировать. Машина у нас загружается, и мы ожидаем загрузки. Звука контакторов я пока не слышу. Если бы я их услышал, я бы, конечно, обрадовался, но нет. Но опять же, если там была ошибка по BMB-шкам или по сопротивлению изоляции, которая должна была бы, по идее, там быть, потому что в батарейке была вода, то эти ошибки придется сбрасывать. Сейчас посмотрим, что нам скажет сам сервис-мод. У нас потек антифриз, но я подставил туда специальную емкость, чтобы он не пролился на пол. И что же у нас говорит диагностика машины? ChargePort и BMS не видит машина. Как интересно. BMS Continuo, Frank Open, это окей. Машина не видит BMS. Очень странно. Сейчас узнаем. Так, дубль номер 2. Я забыл один разъемчик подключить. Поэтому из-за этого точно машина не видела BMS. Сейчас этот разъемчик вернул на место. Еще раз загружаю систему и посмотрим, что будет на этот раз. Вижу на BMS горящую индикацию. Машина загружается. Что же мы имеем теперь в ошибках? Значит так. У нас ругается BMS на датчик напряжения, на какой-то из BMB-шек. Я здесь этого не могу увидеть, мне нужно подключить диагностику для этого. Из-за этого у нас Limp Mode, еще у нас присутствует Imbalance Limiting. Ну, в принципе, это логично. Если какой-то из датчиков, какой-то из voltage сенсоров не показывает данные, то у нас Imbalance Limited и, соответственно, Limp Mode у нас работает. А я подключу диагностику и посмотрю, в каком виде у нас сейчас вся батарейка, то есть какие напряжения система видит, а какие нет, потому что она ругается на какой-то voltage сенсор. Поглядим. Сегодня, к сожалению, мой ноутбук остался с диагностикой дома, но я нашел решение. Я подключился прямо с офиса, со стационарного компьютера. Благо Wi-Fi в диагностике, в той, которая со стороны машины достает, поэтому я вот сейчас могу почитать. Во-первых, могу сразу заметить, что у меня появилось сопротивление, внутреннее сопротивление изоляции 3640 Ом. Это очень хорошо, потому что до этого, когда я делал диагностику, там были инициалы вроде NA, ну как непонятно, неизвестно. А сейчас там есть сопротивление изоляции, и оно хорошее. И теперь посмотрим, что у нас по вольтажам. У нас была проблема в 9 модуле. Ну, кстати, в 9 я сейчас есть разбаланс на двух ячейках. Но, в принципе, напряжение он видит. Почему же он ругается на voltage сенсор? Очень интересно. Сейчас буду разбираться. Так, а что же у нас по вольтажам в BMS-ке? Здесь везде есть небольшой разбаланс. 75-78. Но он, кстати, не супер критичный. А в остальном я вроде бы все напряжения вижу. Интересно, почему у меня до сих пор ошибка по вольтажам. Сейчас попробую посбрасывать ошибки. В общем, сейчас немного поколдую и дальше покажу, что получилось. Ну или не получилось. Так, я, по-моему, даже отсюда услышал, как клацнули контакторы. Сейчас пойду проверю. У нас, правда, другая Тесла стоит, она тоже иногда клацает контакторами. Звук контакторов, он всегда приятный. И он говорит о том, что все-таки все идет хорошо. Что у нас здесь изменилось? Я вижу Imbalance Limiting, но это ничего страшного, он со временем уходит, если разбалансирования никакого нет. Если ячейки выравниваются, то тогда вот Imbalance Limiting уходит. И у нас нет уведомления о том, что 12 вольт саппорт не работает. Значит, он работает. А батареечка-то наша заработала. И это супер. Это отличный знак. Прям замечательно. Я на самом деле очень рад. Что же дальше, что же дальше? Я уже вроде как закончил на сегодня, но не мог не включиться снова, потому что у меня заработал рейлон. У меня машина включилась. Я не совсем понял, почему. Машина была в Tow Mode, и как бы в Tow Mode тоже рейлон должен включаться. Но по какой-то причине он не включался. И как только я вышел из Tow Mode, у меня сразу включился рейлон. И я думаю, даже сейчас попробую покрутить колесами. Ну что ж, я доволен. Машина, можно так сказать, поехала. Мы доведем BMB-шки до ума. Я соберу батареечку, заклею все, поставлю на машину и будем ждать тест-драйва на этой прекрасной красной малышке.
вот отверстие, которое было вот здесь у нас в блоке клапанов, и отсутствовала пробка. Коля в НАПе нашел пробку, очень похожую на оригинальную, с какой-то машины для каких-то совершенно других целей, но она идеально подошла сюда, и она очень похожа на оригинальную. Вот так это все выглядит с этой стороны. Так что можно сказать, что мы поставили, ну, считай, оригинальную пробку, и теперь это отверстие будет у нас герметизировано, и сюда не затечет вода. Я не знаю, кто и зачем снял эту пробку, и как сюда попала вода, но сюда, именно отсюда затекла вода. Может быть, кто-то специально это сделал, неизвестно. Но как бы эта проблема решена, поэтому собираем батарею. Батареи мы собрали. На BMB-шках, на которых были конденсаторы повреждены, мы их заменили. Сейчас я в таком виде подключу через удлинитель батарею снова на машину. Хочу убедиться, что все окей. После этого буду клеить крышку и подкидывать уже финально батарею на машину. И будем делать первый тест-драйв. Но еще пока рано говорить, будем продолжать сборку. Очень удобная вещь, кстати. Это стоило тех трудов, чтобы сделать этот удлинитель. Очень экономит время. На всякий случай проверю, чтобы не было никаких ошибочек. Сейчас загрузится монитор и сделаем дабл-чек. Так, что же у нас здесь есть? Смотрим. Ну, в принципе, у нас нет куланта и у нас имбаланс лимитен. Ну, как бы, чтобы ошибка по имбалансу ушла, нужно просто оставить машину в покое на ночь. И все станет хорошо, эта ошибка уйдет. Потому что нужно время, чтобы система пересчитала все. Хотя все модули отбалансированы, там разбег был около 0,03, но я сейчас подбалансирую один модуль, надеюсь, там даже меньше будет разбег. То есть, в принципе, все окей. Сейчас попробую включить Railon. Так, машина запустилась. У нас по Park Assistant ошибка, ну, это понятно, там отключены парктроники, а в остальном, так, пробуем включить драйв. Ну, в принципе, все окей. Никаких дополнительных ошибок не появилось, поэтому собираем батарею дальше и подкидываем ее на машину.
Батарея полностью собрана. Теперь подкинем ее на машину и, надеюсь, поедем кататься. Наконец-то наступил день для тест-драйва, поэтому я сейчас выйду на этой нашей красной Model S P85 2013 года. Мы поставили снизу все кавера, закрутили все недостающие болты в батарею, ошибочки все ушли. Но хочется сделать тест-драйв, проехаться, убедиться, что с мотором все в порядке, что с подвеской все в порядке. Как раз сегодня наконец-то солнечная погода, потому что вчера у нас был снег в марте, да, вот в конце марта снег, такое бывает в Чикаго здесь. Вчера не сильно хотелось выезжать, да, и как бы не располагала погода. А вот сегодня солнышко, хорошая погода, поэтому нужно проехаться. Ошибочек у нас никаких нет. Единственная, машина хочет, чтобы мы добавили свою карту в аккаунт, чтобы платить за суперчарджер. Но мы, естественно, пока этого делать не будем. Салон здесь в очень хорошем состоянии. Практически в идеальном. Сзади прям как будто бы новая машина. Уже загрузилась новая прошивочка. Я ее чуть позже установлю. А в остальном у нас все здесь прекрасно. Никаких ошибок нет. Машина работает. Проедемся. Сзади есть какой-то звук пластика, легенький такой на ляде, нужно будет посмотреть. Здесь у нас есть такие рельсы, на них очень удобно тестировать подвеску. Если где-то в подвеске что-то гремит, то здесь обязательно это слышно, ну в большинстве случаев. Но здесь я не услышал никаких звуков из подвески, поэтому я думаю, с подвеской здесь все отлично. Сказать, на самом деле очень приятный автомобиль, чистенький, не заерзанный, в отличном состоянии, приятное сиденье, приятно, ни запахов никаких здесь нет посторонних, очень приятное ощущение. Плюс у нее небольшой пробег у нее 70 тысяч миль. Для Tesla это совсем не пробег. Попробуем немножечко ускориться. Батареечка холодная, поэтому она не отдает всей мощности, но тем не менее ускорение все равно достаточно достойное. Чуть позже обновим. Так что это прекрасная красная Tesla ждет своего нового владельца.